Мы собрались сейчас обсуждать самые актуальные темы о том, что сейчас происходит с Россией и в России с нами. Как говорят ученые, точка ли это бифуркации, после которой либо хаос, либо новое возрождение. Чтобы действительно процессы, идущие противоречивы. С одной стороны, если бы народ после выборов не вышел бы на улицы, то, скорее всего, партия власти закоснела бы в своей гордости победителей. На то и народная щука, чтобы властный карась не жирел. Но, с другой стороны, очевидно, что если с Россией что-то происходит, если Россия слабеет, если она чем-то, ее общество чем-то заболевает, то, конечно же, и внутренние, и внешние недруги всегда этим пользуются. И это закон природы. Вот мы собрались для того, чтобы все-таки нащупать ту точку в сегодняшних событиях, которая бы смотрелась бы в перспективы тысячелетней России, чтобы мы вспомнили, что мы живем не только сегодня и не только сегодняшним днем, а в перспективе тысячелетия, что происходит и как нам выйти из этого кризиса. Вообще есть такая мысль, мне, честно говоря, очень понравившаяся, что в России за 10 лет может перемениться все, а за 100 ничего. И если исходить из этого, то мы практически стоим сегодня на том рубеже, на котором почти 100 лет назад мы стояли в феврале же 2017 года. То есть, когда колебания умов ни в чем не твердых, как говорил Грибоедов, начинает преобладать, захлестывать истерики, которые льются с трибун, с микрофонов, в микрофоны, с экранов телевизоров, с радиостанций. И, честно говоря, хотелось бы просто сегодня как бы немножко, ну так, себя, как притормозить себя, что ли. Ну, потому что, в конце концов, огромная, великая действительно страна, в которой существует огромное количество разных мнений, партий и так далее, и так далее. Но все равно результатом-то всего того, что происходит, должна быть победа разума, победа того, что... Ведь я не думаю, что достаточно много людей, которые реально хотят ввергнуть Россию в катастрофический хаос. Катастрофический хаос. Никому мало в мире не покажется, если в России безвластие и анархия возьмут верх. Это будет реальная вселенская катастрофа. Тем более в стране, где существует ядерное оружие и где, так сказать, и так непростая ситуация. Нужно ли сегодня что-то менять? Безусловно. Много проблем? Очень много проблем. А проблемы эти видны? Да. Часть из них видны, часть еще даже не видны. Но решать эти проблемы можно только в одном случае, если трезво, спокойно, ясно, исходя из интересов страны и народов ее населяющих, принимать те или иные решения. Другого пути нет. Пытаться кому-то понравиться, на кого-то быть похожими – это бессмысленно для России. Сколько раз мы пытались это делать? И в результате все это заканчивалось, в общем-то, крахом. Поэтому сегодня я бы хотел, чтобы вы просто поняли, что это не очередной всплеск протестного или какого-то требовательного электората. Это попытка поговорить спокойно, поговорить о том, что же мы бы хотели, даже не что бы мы хотели, а что, как нам кажется, есть очень важным, если не совсем главным, из того, чего мы хотели бы требовать от президента, который придет к власти. Поэтому мне думается, что чем яснее, проще и доброжелательнее мы сформулируем эти вопросы, тем, может быть, проще будет искать на них ответы, привлекая к этому абсолютно разных людей с совершенно, может быть, противоположными точками зрения. Собственно, вот для этого мы здесь и собрались. Мы прекрасно знаем, что, несмотря на определенную стабилизацию положения в стране за последние несколько недель, на то, что более сбалансированным сегодня является участие разных людей в политической дискуссии, в митингах и так далее, все равно сохраняются серьезные опасности. И в первую очередь они
связаны с тем, что против России сегодня работают очень мощные силы, которые, судя по всему, приняли определенные решения и не намерены останавливаться. Это очень и очень серьезно. Это не пройдет само, это не рассосется. И когда сегодня в той политической ситуации, в которой мы живем, любого человека, который говорит о серьезности, опасности, иногда обвиняют в алармизме и отвечают двумя любимыми чиновничьими ответами, как бы чего не вышло, и само пройдет, это неправильно, само не пройдет. Поэтому сегодня нужно очень серьезно думать о том, как включить механизмы самозащиты общества и выражения обществом своей политической воли. Сегодня у нас большинство народа оказывается за скобками политического процесса, информационного процесса, культурного процесса. И это очень плохо. В свое время одна из ключевых фраз 90-х годов, которая меня поразила, абсолютно поразила, звучала так: народ – это политический труп. Большое количество людей до сих пор испытывают огромнейший дискомфорт от того, что они оказались за скобками решения своей собственной судьбы, за скобками политического, информационного, экономического процесса. И сегодня нужно найти пути к тому, чтобы это изменить. У большинства народа, в том числе у нашего крестьянства, у жителей всей России, которые находятся за пределами Москвы, у массовой интеллигенции, по-настоящему народной интеллигенции, у воинства, у казачества, у рабочих, у служилого сословия, то есть у тех же чиновников, у них есть свои представления о том, как должна развиваться страна. Нет только адекватного голоса. Этим людям нужно голос дать. Нужно добиться того, чтобы их услышали. Большинство нашего народа, которое было объявлено политическим трупом, которое было объявлено не де юре, но де факто чем-то несущественным для принятия решений, для выработки стратегии, у всех этих людей есть на самом деле свои предпочтения в области экономики, свои предпочтения в области государственного устройства, свои представления о социальной справедливости, свой взгляд на мировую политику, на международные процессы. Конечно же, есть взгляд на то, как должны быть устроены местные общины, города, села, предприятия. И данные социологических опросов часто очень ярко об этом говорят. Еще более ярко об этом говорят сами люди, когда с ними общаются, например, священник или сельский учитель. Эти предпочтения народа должны быть сформулированы, должны быть предложены в виде политики, которую сам народ поддержит и одобрит, и должны влиять на развитие действий государства и общества во всех этих сферах, которые я только что перечислил, будь то экономика, справедливость, социальное положение, международная политика и многое-многое другое. И вот как раз такая связь между принятием решений не только по подсказкам экспертов, а по воле народа, между властью с одной стороны и народом с другой стороны, даст нам настоящую стабильность, поможет избавиться от опасностей манипулирования волей народов или манипулирования властью со стороны тех очень грозных сил, которые уже приняли определенные решения и которые хотели бы видеть Россию поставленной на колени, разделенной, отдающей свои ресурсы неким глобальным центрам, не имеющей самостоятельной роли и самостоятельной миссии в истории. Если эту роль и эту миссию мы хотим и сохранить, и продолжить, и развить, нам нужно восстановить связь между народом и тем, что происходит в Москве, между народом и формированием главнейших решений в экономике, политике, информационной сфере, культурной сфере и так далее. Мы единый народ, и мы еще, во всяком случае, многие из нас не забыли, что значит русские.
И что значит великорос? Это этническая принадлежность, белорус этническая, украинец этническая, и русский обозначение этого великого суперэтноса, и плюс к этому слово, которое близко и понятно каждому русскому немцу, каждому русскому, то есть гражданину, который считает это отечество своим. Да, прошло много лет, 20 лет с того момента, когда историческую Россию поделили. Причем поделили по самому живому, разбили даже основной суперэтнос, о чем даже злейшие враги России никогда мечтать не могли. Даже русофилы не выступали во времена прежние с такой идеей. Она была, казалось, совершенно невыполнима, но она реализована. Так вот, когда мы говорим «большинство», то вот оно перед вами, оно еще живо. И когда действительно воспитывают патриотов в рамках новообразованных государств, то это патриотизм с обратным знаком, антипатриотизм. Ну, предположим, будем воспитывать патриотов в РФ, которые могли бы считать себя конкурентами, патриотам украинским или белорусским. Мыслимо ли это? Немыслимо. Но мы это можем сделать из-за глупости нашей, из-за того, что действительно мы подаемся, очень сильно подаемся вот этому влиянию совершенно обезоруживающей и дикой идеологии. Большинство в России – это великороссы, это православные. Об этом тоже надо помнить и ни на минуту не забывать. Причем должен сказать, что это великое благо, что именно великороссы – это большинство в России, потому что это мощная этническая группа, которая не имеет истории собственного национализма, тем более этнонационализма. Это удивительная вещь, но это роль православия. Так ведь никто же не будет спорить против этого. Большинство в России – это малообеспеченные люди. Бжезинский, например, только на днях говорил о том, что погубит Америку. Обязательно погубит. Так что же погубит Америку? Чудовищное социальное расслоение. Рухнет финансовая система и взорвется Америка изнутри. Потому что 1 к 40 или к 50 – это невероятное социальное расслоение, при котором можно выжить только очень богатой стране, ибо у нее есть ресурсы для поддержания бедных, чтобы у них была крыша над головой и хлеб на столе. Сегодня они это могут делать, завтра не сделают, говорит Бжезинский. В России, которая объявила себя социальным государством, ситуация хуже, чем в Америке. У нас нет этой подушки, которая будет страховать нас от бунта. Теперь вопрос, а кто же у нас меньшинство? И что мы, собственно говоря, носимся из-за меньшинств? Вот меньшинства сейчас собираются устраивать диалог с властью и договариваться о каких-то уступках. В пользу кого? Так вот, меньшинства у нас известные. То есть, в первую очередь, это очень небольшой слой сверхбогатых людей, которым действительно есть что терять. И если мы говорим, спрашиваем себя, кто раскачивает лодку, то искать-то никого не надо. Это те же, кто поддерживает ныне действующую власть, но не уверены в ее состоятельности. То есть, когда партия, о чем вы говорили, правящая, ушла на дно или из информационного поля она практически ушла, о ней даже президент не вспоминает. Так вот, когда она ушла, то оказалась огромная ниша, и возник страх. А кто же будет защищать, строго говоря, интересы тех, кто приватизировал Россию? То есть превратил ее в собственность. И вопрос очень непростой, естественно. Это и русские, и нерусские. Здесь масса вовлечены в этот процесс все заинтересованные стороны. И возникает идея диверсификации власти. Не надо хранить яйца в одной корзине. Их перемещают в разные корзины, создают разные центры политического влияния. Здесь подойдет любая персона. Главное, чтобы она осталась на поверхности после крушения.